Приветствую вас на канале Вяжу стильно. Меня зовут Алена. Прежде всего хочу сообщить вам новость о том, что я открыла свой интернет-магазин пряжи Пряха. Ссылку на сайт я оставлю в инфобоксе. Как раз на экране вы сейчас видите сайт моего магазина pryaha.com. В нем пока представлена пряжа Италии, Турции и России. Но ассортимент планирую постоянно расширять. Над созданием магазина мы работали все лето, ну и получается уже немножко и осенью тоже. И самое главное в нем – это простота, удобство и функциональность. Обзор сайта и его функционал можно посмотреть в отдельном видео, пройдя по ссылке, которая вот сейчас скоро уже появится в углу. Там можно будет посмотреть, как пользоваться сайтом. Это видео, ну так как бы инструкция пользователя. Вот здесь вот увидите ссылку. Чтобы получать рассылку о новостях, можете подписаться в группу ВКонтакте. Ссылку на группу я тоже оставлю в инфобоксе, или можно также зарегистрироваться на сайте магазина. И те, кто успеет зарегистрироваться на сайте магазина до 18 октября, получат купон на скидку в размере 500 рублей на первую покупку. Спешите зарегистрироваться и получить купон. Но прошу обратить внимание, что обработка заказов начнется чуть позже, в четверг, 18 октября. Но оформлять заказы можно уже сейчас. И теперь по поводу совместного вязания шапки из моего предыдущего видео о шапках. Вы видите шапку, которая победила в голосовании. Это зеленая с диагональным рисунком. Ее и будем вязать в следующем моем видео. Остальные, упомянутые в комментариях шапки, я тоже кратко разберу, скажу, из чего вязала, сколько ушло пряжи, какими спицами вязала, ну, вкратце так сообщу о них тоже. И по поводу шапки-ушанки. Видео мастер-класс я еще готовлю, и как только он будет готов, я тоже сразу сообщу об этом. Ну а в сегодняшнем видео мы будем говорить о фильмах про Гарри Поттера, которые я очень люблю. А точнее, про вязаные вещи из этих фильмов. Когда я впервые смотрела эти фильмы, я не обращала внимания на вязаные изделия. А недавно села пересматривать их вместе с сыном и увидела, что их там просто очень много, ну, огромное количество. И вот тогда возникла идея разобрать вязаные модели, а некоторые из них связать. И начну разбор с первой части и по порядку. Итак, первая модель – это темно-синий джемпер с оранами. Судя по фотографиям, тут рукава связаны регланом. По низу и на рукавах резинка 1 на 1, возможно, со скрещенной лицевой. Ворот связан резинкой 2 на 2. Скорее всего, джемпер связан регланом снизу отдельными частями, а потом сшит. Что касается пряжи, то его уместно будет вязать из полушерсти или чисто шерстяным, а также можно связать из мериносовой шерсти. Ну, я думаю, метраж нити здесь примерно 200 метров на 100 грамм. И следующий джемпер, ну, их даже два здесь, мне кажется, они одинаковые, зеленый и красный. Из первой части, опять же, на Гарри. Здесь, я думаю, джемпера, ну, оба связаны отдельными частями и вточной рукав. Узор довольно простой, это чередование жгутов и лицевых дорожек, между которыми вывязаны изнаночные петли, возможно, одна изнаночная или две. Манжеты и горловина здесь связаны резинкой 1 на 1. Пряжа, я думаю, здесь тоже или полушерсть, или шерсть, или меринос. Метраж около 250-300 метров на 100 грамм. Третий джемпер, еще все в первой части. Это джемпер, связанный из твида, ну, так называемый свитер Уизли. Он довольно популярный, многие его вязали. И связан в оригинале этот джемпер тоже отдельными частями со спущенным рукавом, правда, здесь спущенный рукав. Пряжа обязательно твид, метраж, я думаю, около 380-400 метров на 100 грамм. Связан джемпер лицевой гладью, и основная деталь здесь вывязанная или вышитая буква впереди, вот соответствующая первой букве имени. Горловина вяжется здесь лицевой гладью, просто набираются петли по горловине и вверх вяжется несколько рядов лицевой гладью. И, как видите, поэтому вот горловина немножко вот закрученная такая. И все еще в первой части
Еще один джемпер я нашла, вернее даже свитер. Этот свитер надел Оливер Вуд, и связан он тоже отдельными частями, только с вточным рукавом. Здесь явно видно вточной рукав. Горловина тут гольф, высокая и узкая. Узор очень простой, лицевые дорожки, между которыми вяжутся одна или две изнаночные петли. Манжеты, низ и воротник связаны, скорее всего, резинкой 2, или даже 3 на 2. Для этого свитера необходима твидовая пряжа, метраж около 400 метров на 100 грамм. Ну и перебираемся во вторую часть. Тут я нашла джемпер на роне вязаный, и тоже из твида. Он связан отдельными частями с вточным рукавом и своеобразным вырезом горловины. И, по-моему, он связан резинкой 2 на 2. Горловина тоже обработана резинкой 2 на 2. И, как я говорила, пряжа здесь твид, метраж около 400 метров на 100 грамм. Ну и больше, в принципе, про него сказать нечего. Также в этой части нашлись свитера, выполненные регланом сверху. Я думаю, именно так связаны эти два джемпера на братьях-близнецах Уизли. Воротник и весь свитер связан лицевой гладью. И, по-моему, манжетов здесь тоже нет. А пряжа меланж. Метраж около, я думаю, 230 или 200 метров на 100 грамм. Воротник тоже связан прямо лицевой гладью, и потом вниз уже вяжется реглан, обычный реглан. И еще одна модель во второй части – это бордовый джемпер Гарри. А как он связан, я не разглядела, но точно вижу, что отдельными частями, но непонятно, то ли с вточным рукавом, то ли со спущенным. Не совсем видно, по фотографиям так в кадре так и не поймала. Узор тут лицевые дорожки и жгуты, по 3 жгута напереди и на спинке, и по одному жгуту на рукавах. Горловина здесь резинкой 2 на 2 связана. Пряжа, опять же, полушерсть, шерсть или меринос. Метраж, я думаю, около 270-300 метров на 100 грамм. И перебираемся в третью часть. Начну с джемпера Рона. Он точно выполнен отдельными частями с вточным рукавом. Здесь горловина V-образная, но такая вот по типу рубахи, распахнутая такая. Джемпер связан лицевой гладью, без манжетов, без нижней резинки. Горловина здесь видно, что обработана крючком, я думаю, столбиками без накида. Пряжа тут такая меланжевой расцветки, не совсем тонкая. Я думаю, метраж здесь около 150 метров на 100 грамм. Ну и вот шапки появились теперь. Это шапка с отворотом, связана жаккардом по кругу. И вместо резинки тут сначала связано 4-6 рядов платочным узором, а потом уже сам жаккард вывязывается. И что интересно в этой шапке, и на отвороте жаккард, и на самой шапке жаккард. Пряжа здесь полушерсть или шерсть, я думаю, метраж около 200 метров на 100 грамм. Ну и третья часть нас порадовала шапками. Еще одна шапка, уже вот на роне сначала рассмотрю. Она связана тоже жаккардом, такая вот плотно по голове сидит и со смешными ушками. Связанная очень просто, я думаю. Пряжа тут шерсть, я думаю, скорее всего. И метраж около 200 метров на 100 грамм. И тут же еще шапка на Гермионе. Она уже поинтереснее, с отворотом. На отвороте связана резинка 2 на 2, затем виден узор. Это жгуты и змейка с шишечками. Пряжа полушерсть или меринос можно взять. Метраж около 200 метров на 100 грамм. Берет Молли. Я точно не смогла разглядеть, но думаю, он связан сначала резинкой 1 на 1, а потом английской или полупатентной резинкой. Пряжа здесь шерсть или полушерсть. Метраж около 200 метров на 100 грамм. И в четвертой части я нашла всего одну вязаную вещь. Это джемпер Рона. Снова джемпер Рона. Тут, мне кажется, способ вязания реглан погон. Он связан сверху вниз, а по краю погона пришиты пуговицы. И спереди джемпер украшен аппликацией с буквой. Воротник связан сначала лицевой гладью, потом резинка 2 на 2, а потом уже вывязывается сам реглан погон. И поэтому верх горловины немножко закручивается, это прям видно, а потом уже резинка идет. Пряжа тут имеет меланжевую расцветку,
Я думаю, метраж около 170 метров на 100 грамм. Можно использовать шерсть или полушерсть. И теперь посмотрим, какие были вещи вязаные в пятой части. Пятая часть называется «Гарри Поттер и Орден Феникса». И видите модель, жакет на пуговицах, укороченный жакет, связан узором ажурные ромбы. Рукав больше здесь похож на спущенный, и обработка края здесь планка лицевой гладью по низу, на планках, на планке, по горловине и на манжетах. Пряжа, я думаю, здесь может быть любая: хлопок, полушерсть, акрил, альпака, кашемир и вообще любая другая. Метраж, я думаю, около 320 метров на 100 грамм. И еще один короткий жакет на замечательной женщине. Жакет с длинными рукавами. Не смогла точно разглядеть, как он связан, но видно плечевые швы, поэтому, вероятно, тут или вточной, или спущенный рукав. И пряжа ангора очень нежная, пушистая, довольно тонкая. Впереди брошь, вязаная такая кошечка. И в этой же части есть такая шапочка. Это бини с отворотом, связана поперек укороченными рядами, платочной вязкой. Пряжа полушерсть или шерсть, цвет меланж, толстая, метраж около 100 метров на 100 грамм. Дальше еще я увидела комплект, шапочка и шарф. За счет пряжи смотрится очень красиво, хотя связано очень просто. Здесь используется твид, я думаю, метраж около 400 метров на 100 грамм. А узор на шапке сначала резинка на 1 на 1, а затем, мне кажется, лицевая гладь. И шарф тоже связан резинкой 1 на 1. А это обычные шарфики, связанные лицевой гладью. Это отличное решение для утилизации остатков пряжи. Можно использовать любые остатки, которые у вас есть. Следующая модель – это болеро. Оно связано крючком, столбиками с накидом, а на рукавах вывязан ажурный узор. Уместно будет использовать пряжу из хлопка, полухлопка и любую летнюю пряжу. И переходим в шестую часть. Это «Гарри Поттер и принц-полукровка» фильм. Тут я увидела шапку на Гермионе, шапочка бини. Здесь узор диагональные ажурные полоски, чередующиеся со жгутами. Резинка 1 на 1 здесь использована. Пряжа, я думаю, полушерсть, шерсть, можно взять кашемир. Метраж около 250 метров на 100 грамм. И жаккардовый шарф. А на роне простая полосатая шапка лицевой гладью с помпоном. На роне, я думаю, это машинный трикотаж, но можно связать и спицами. И еще в этой части есть жакет, или куртка рона. Тоже отличное решение для утилизации остатков пряжи. Полосы можно сделать любого цвета. По низу и с внутренней стороны ворота пряжа букле, и спереди застежка молния. Основной узор тут чулочная гладь, а на рукавах полоса лицевой гладью. Пряжа используется полушерсть, шерсть и думаю, метраж около 170 метров на 100 грамм. Ну и последние две части, я их объединю в одну, так как книга все-таки была одна. Куртка на роне. Такая брутальная модель, связанная из толстой пряжи, шерсть, полушерсть, метраж около 130 метров на 100 грамм. Тут отложной воротник пола с пуговицами, рукав вточной. Воротник с внутренней стороны отделан полотном, связанным резинкой 2 на 2 и контрастным цветом. На самой куртке используются узоры, дорожки из лицевых петель и узор, имитирующий переплетение жгута. И еще одна интересная модель для настоящих мужчин. Свитер с воротником-стойкой на замке впереди. Рукав тут вточной, пряжа полушерсть или шерсть, метраж около 180 метров на 100 грамм. Я думаю, свитер связан фигурной резинкой, возможно, это патронтаж или польская резинка. А воротник сам связан резинкой 2 на 2. И еще один мужской джемпер. Судя по фотографиям, он связан с рукавом реглан-погон. Обработка рукавов, горловины и низы тут лицевая гладь. Впереди вывязаны мелкие переплетения. Тут интересная пряжа используется. Серый шнурок, набитый черной шерстью или альпака, или мериносом. И фактура полотна получается меланжевой. Я думаю, похожая пряжа есть у Газал, это рок-н-ролл.
пряжа Калари или Белсаида от Philately Lab. Ну, очень похожа, во всяком случае, фактура у них. Пряжа тут тонкая, около 350 метров на 100 грамм. И последняя модель – это берет Гермионы. Он не сильно широкий и держит форму, возможно, он на подкладе. Пряжа здесь полушерсть, шерсть или любая другая зимняя пряжа. Видно, что здесь резинка сначала идет 1 на 1, а вот дальше каким узором он связан, я так и не разобрала. Напишите, пожалуйста, свои варианты в комментариях. Вот я показала все модели, которые я нашла в этих фильмах о Гарри Поттере. И для себя я выбрала 2 модели, которые я точно буду вязать. Одна модель – это джемпер такой темно-синий с аранами. Я связала образец. Вот подобрала узор. Здесь, в принципе, он простой узор. Здесь вяжутся жгуты. И в середине ромбы. В середине этих ромбов жемчужный узор. Пряжу я возьму турецкую Fibra Natura Sensational. Метраж у этой пряжи 83 метра на 50 грамм. Вязать я буду спицами номер 4. В отличие от джемпера в кино, который, скорее всего, связан регланом снизу, я буду его вязать отдельными частями со спущенным рукавом. Размер, возможно, ну или на 6, или на 9 лет, я еще пока не определилась. И горловину тоже буду делать просто резинкой 2 на 2 и закрывать иглой. Если вы хотите присоединиться ко мне и вязать этот джемпер, напишите, пожалуйста, в комментариях, тогда я буду показывать свои процессы, как я его вяжу. А второй джемпер, который я точно буду вязать, это свитер Уизли с буквой впереди, который связан из твида. Я буду его вязать тоже из твида. Возьму Soft Donegal, одинарный у меня. И, скорее всего, буду из этого твида вязать. Либо темно-синий, либо у меня вот есть еще такой голубой цвет. Тоже пока еще определяюсь. И я его буду вязать как в фильме. Я знаю, что многие его вяжут регланом сверху. Видела. Но я решила его связать тоже отдельными частями, со спущенным рукавом. Тут уже как в фильме буду я его вязать. И с буквой впереди. Букву, возможно, я буду вывязывать, возможно, вышивать, тоже еще пока не решила. Если вы хотите вязать со мной, также пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И тогда я буду этот джемпер показывать, как вязать. И расчеты, и все буду уже показывать в видео в последующих. И у меня такое еще есть предложение. Если вы хотите связать какую-либо модель, которая вам понравится, тоже, пожалуйста, пишите мне в комментариях. Выберем одну модель, за которую будет больше голосов. И я, получается, 3-ю модель уже буду разбирать, как вязать. И, может быть, тоже свяжу. Ну, более подробно уже разберем. И образцы, и расчеты, и все, что нужно. Ну и если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой канал. И включайте оповещения о новых моих видео, нажав на колокольчик рядом с кнопочкой «Подписаться». И также буду рада видеть вас в магазине pryaha.com. Чтобы не пропустить новости магазина, вступайте в группу ВКонтакте, и там же можно подписаться на рассылку. На этом с вами прощаюсь, до нового видео, всем пока-пока!